Этот наркотик захватил Россию за считанные годы. Его рекламируют в социальных сетях. Порошок, который убивает быстрее, чем люди успевают понять, что зависим. Это видео не нотация, это предупреждение, это крик, последняя попытка достучаться. Если ты родитель, старший брат, подруга, подросток или учитель, обязательно досмотри это видео до конца, а потом просто поговори с тем, кого ты любишь. Потому что просто попробовать сегодня стоит жизни. Это тот выпуск, который я никогда бы не хотел записывать, но мы обязаны. Потому что прямо сейчас не где-то в кино, а прямо рядом с нами идет тихая война, где жертвы не преступники, а наши друзья и дети. Их убил порошок. Его называют меф, мяу, соль. Его кидают на тусовках, шепчутся о нем в подъездах. Он обещает кайф, но забирает тело, волю и жизнь. Почему главный акцент на мефедроне? Потому что сегодня это вещество стало одним из самых популярных среди подростков и молодежи. Его романтизируют в треках и видео в ТикТок. Но за кулисами этого сломанные судьбы, проституция, криминал и самоубийство. И могилы в 20 лет. Еще раз повтори. Еще раз повтори. Миф, братан, а? Мы разобьем эту тему на части. Сначала мы разберем, что такое наркотики. Далее, почему именно молодежь становится главной целью. Потом реальные истории. Потом мы разберем, как меняется человек под действием мефедрона и на что стоит обратить внимание родителям. И, конечно, в конце подведем важные итоги. Часть первая. Что такое наркотики и в чем их реальный вред? Наркотики – это вещества, которые изменяют восприятие, сознание, волю и поведение. Это не просто химия или развлечение. Это биологическое оружие массового поражения, воздействующее на центральную нервную систему и разрушающее личность. Особую тревогу вызывает синтетическая группа, в частности мефедрон. Это один из 3 самых распространенных наркотиков в России, наряду с марихуаной и амфетамином. Он дешевле кокаина и легко распространяется через Telegram. И самое страшное, вызывает психологическую зависимость, буквально после нескольких приемов. Самое подлое, что мефедрон продается подросткам как безобидный кайф. Но через 2-3 месяца у подростка не остается ни амбиций, ни планов, ни личности. Только паранойя, бессонные ночи и марафоны по 3 суток. Мефедрон работает на стимуляцию. Ты становишься энергичным, разговорчивым, будто бы уверенным. А потом паранойя, истощение и депрессия. Организм начинает сгорать, ломается психика, разрушаются нейронные связи. Появляется зависимость, с которой не справиться без медицинской помощи. На физическом уровне сердце работает на износ, возможны судороги, панические атаки, потеря аппетита и сна. На ментальном – резкие перепады настроения, агрессия, потеря связи с реальностью и галлюцинации. При постоянном употреблении органическое разрушение мозга и органов, вплоть до летальных исходов. Как работает мефедрон? Он вмешивается в работу дофаминовых нейронов, вызывая мощный выброс удовольствия. Он истощает запасы серотонина и дофамина, лишая человека радости от обычных вещей. Он разрушает нейронные связи, буквально перепрошивает мозг под наркотик. Через 2-3 месяца регулярного употребления у человека начинается психическая деградация, проблемы с памятью, мышлением и концентрацией. Физические последствия. Повышение артериального давления, тахикардия, возможны инфаркты даже у подростков, судороги, спазмы, потеря сна, тромбозы, воспаление дыхательных путей, проблемы с печенью и почками, ослабление иммунитета и бесплодие у девушек и парней. Последствия для мозга. Расстройство памяти, человек не помнит, что было 2 часа назад. Галлюцинации, бред, панические атаки. Психозы, паранойя, мания преследования. Потеря эмоциональной привязанности, бессонница, агрессия, склонность к самоубийству. Статистика. По данным ООН, ежегодно от наркотиков убирает более 600 тысяч человек по миру. В России, по отчетам Минздрава, от передозировки наркотической зависимости ежегодно погибает около 18 тысяч человек. Возраст первой пробы в России снизился до 12-14 лет. Чаще всего речь именно о мефедроне. Кроме психологических и биохимических последствий, наркотики – это всегда преступление. За мефедроном стоит теневой рынок. Это наркосети, шантаж, проституция и криминал. Мефедрон – это не про просто попробовать. Он очень быстро делает так, что человек теряет себя. Сначала весело, потом страшно, а потом поздно. Если тебе предлагают, откажись сразу. Если ты родитель, объясни ребенку, как это работает. Без запугивания, но честно. Чем раньше вы поговорите, тем меньше шансов, что будет беда. Часть 2. Почему молодежь – главная мишень наркобизнеса? Почему именно молодежь? Потому что подростки – это аудитория, которая ищет себя, эмоции, признание. Подросток – это человек на перекрестке. Именно в этот момент к нему подходит наркоторговец. Через Telegram, TikTok, музыку, друзей и знакомых в клубах. Он говорит: расслабься, расширь сознание, стань свободным. А на деле подсаживает на крючок. Мефедрон сегодня подается как модный атрибут. Это не что-то маргинальное. Это вечеринки, треки, контент в социальных сетях.
Молодежи продают не наркотик, а якобы свободу. И страшнее всего, когда яд продают как удовольствие. Подростки живут в эпоху одиночества. Родители заняты, учителя перегружены, психологи недоступны. В обществе культ удовольствия. В таких условиях наркотик становится ответом на боль, на скуку, на тревогу, на ощущение, что со мной что-то не так. Молодежь также вовлекается в распространение. Многих заманивают через Телеграм, обещая быстрые деньги. Ну что, ключи нашел? Кому ты лечишь? Что ты там спрятал? Закладку, да? А потом начинают шантажировать. Потом подбрасывают левый товар, чтобы сдать. Результат – уголовка и сломанная жизнь. В России за хранение и распространение предусмотрена уголовная ответственность по статье 228 УК РФ. Даже за хранение для себя можно получить реальный срок. Если найдено более 0,2 грамма, это уже крупный размер, от 3 до 10 лет лишения свободы. Реальность, с которой сталкиваются вчерашние школьники. За распространение от 8 до 20 лет. И это не пугалки. Сейчас многие подростки сидят в СИЗО, потому что в один момент они решили подработать, не понимая, что играют с огнем. Уголовное прошлое остается в биографии, даже если тебе всего 16 лет. Проблемы с образованием, трудоустройством и просто нормальной жизнью потом идут по цепочке. Молодежь – это не слабое звено, это будущее. И если взрослые молчат, а культура насаживает яд под видом тренда, мы теряем это будущее. Говорите, показывайте, объясняйте. Если вы сами подросток, не дайте себя обмануть. Удовольствие, которое убивает, это не кайф, это ловушка. Часть 3. Реальные истории, когда все закончилось смертью тюрьмой. Первая история. Алина, 19 лет, Москва. Началось с тусовок в 16 лет. Новая компания, новый парень. И потом предложение. Попробуй соли, станет весело. Сначала раз в неделю, потом каждый день. И через 4 месяца уже начались панические атаки, потеря сна, галлюцинации, приступы агрессии. Попала в больницу с истощением. Через год проституция ради дозы. Потом ее нашли в съемной квартире, передозировка. Вторая история. Иван, 22 года, Санкт-Петербург. Парень из хорошей семьи, учился в колледже, работал курьером. Однажды предложили подработку. Платили хорошо, оказались закладки. Через месяц стал употреблять сам. Когда полиция его задержала, у него нашли более 3 грамм мефедрона. Сейчас он в колонии, родители в шоке, а жизнь на паузе до 30 лет минимум. Третья история. Юлия, 17 лет, город Екатеринбург. Обычная тихая девчонка. Познакомилась с парнем в Инстаграме, который пригласил ее на вечеринку с атмосферой. Там алкоголь, меф, интересные ребята. Не помнит ничего. Потом попытка самоубийства. Родители об этом узнали в последний момент. Сейчас девушка находится в терапии, но психика, к сожалению, уже разрушена. Четвертая история. Тимур, 20 лет, город Краснодар. В компании знакомых стал употреблять мефедрон, бросил учебу, начал воровать у родителей. Через год употребления перестал общаться с друзьями и родителями. Ушел из дома. Через пару недель тело нашли на стройке. От передозировки. Это не страшилки, это наша реальность. Мы охраняем объекты и работаем на земле. И мы видим, кто приходит в ночи. Мы видим подростков с потухшими глазами. Мы видим девочек, которые вчера были живыми, а сегодня их везут в морг. Хотите таких историй меньше? Помогайте говорить, помогайте вмешиваться. Ваша реакция может спасти жизнь. Многие думают, это не про меня. У них там фотосессии, съемки. Но наркотики не делят людей на обычных и звезд. Они стирают все. И карьеру, и лицо, и душу. И теперь примеры из медийной сферы. История первая. Рома Желудь. Популярный блогер, который свою известность получил в подростковом возрасте. В интервью признавался, что в юности начал употреблять вещества. Сначала легкие стимуляторы, потом более тяжелые. Потом дошло до того, что не мог выйти из квартиры без употребления. Прошел курс лечения, реабилитация растянулась на года. Сейчас он рассказывает о посттравматических последствиях. Вторая история. Рамиля Искандер. Заслуженная артистка России, актриса театра и кино. В 23 году была задержана у своего дома, практически с 2 килограммами веществ. Свою вину признала. Дело квалифицировали как покушение на сбыт. Следствие установило связь с группой лиц, которая хранила более 10 килограмм наркотиков. Приговор – 6,5 лет лишения свободы. Третья история. Дана Борисова. Телеведущая и звезда 2000-х. Много лет боролась с зависимостью. По ее словам, все началось с волшебных таблеток, потом кокаин, амфетамины и алкоголь. Призналась об этом публично. Прошла реабилитацию в Таиланде. Лечилась от наркотической и алкогольной зависимости. Часто в интервью рассказывает, что из-за наркотиков потеряла практически все. Семью, здоровье, карьеру. Сейчас находится в ремиссии. Все эти истории не про где-то там далеко, они рядом. Наркотики не спрашивают профессию, паспорт или количество подписчиков. Они действуют со всеми одинаково. Сначала весело, потом мрачно, потом боль. Потом либо лечение, тюрьма, либо смерть. Часть 4. Как меняется поведение зависимого человека. Признаки и симптомы. Он не просто дает эффект, он очень быстро ломает человека изнутри, и это видно практически сразу. Не через полгода употребления, а через пару недель. Начинают быстро меняться привычки, речь, настроение. Даже если сам зависимый это отрицает. На что нужно обратить внимание? Первое. Нарушение сна и аппетита. Человек не ест по 2-3 дня, не спит ночами. Говорит, что не голоден или вдохновлен. Это может казаться просто странным, но на деле признаки приема стимуляторов.
После длительной бессонницы может наступать резкий откат. Сон на сутки, апатия и вялость. Второе. Скачки настроения и психики. Один день он летает, другой лежит как овощ. Повышенная агрессия, крики, необъяснимая паранойя. Может вдруг начать бояться незнакомых людей, камер наблюдения, даже родных. Третье. Уход в изоляцию. Подросток избегает разговоров, закрывается в комнате, удаляет переписки, меняет пароли. У 60-70% зависимых от мефедрона развивается тревожный психоз, когда человек не различает, где реальность, а где галлюцинации. Четвертое. Изменение внешности. Расширенные зрачки даже при дневном свете. Постоянная заложенность носа, покраснение глаз, сухость губ. Много расчесов на коже. При длительном приеме кажется, что что-то ползает под кожей. Плохой запах от тела. Часто химический, резкий, особенно при марафонах. Подростки называют такие периоды мефуходом. Человек как будто бы в себе, но не с нами. Пятое. Поведение и речь. Речь становится быстрой, скачущей, бессвязной. Много идей, но ни одну не доводит до конца. Может сидеть и смотреть в одну точку, а потом внезапно начать метаться по комнате. Начинается путаница во времени, забывчивость, не помнит, что делал час назад. Шестое. Новые друзья и странные привычки. Появляются незнакомые люди, часто старшие. Уходит на улицу на 5 минут, возвращается через 2 часа. Часто и подолгу переписывается в мессенджерах, меняет пароль. Прячет телефон, выходит из дома ночью без объяснений. Седьмое. Финансовое поведение. Деньги начинают уходить, на что не объясняет. Может просить в долг, продавать вещи, брать у родителей без спроса. Появляются дорогие гаджеты или наоборот. Все сдает, даже одежду. Из интервью нарколога. Зависимость от мефедрона развивается почти сразу. После 1-2 доз мозг уже требует повторений. Дальше начинаются марафоны. 2-3 суток без сна, с дозой каждые 2-3 часа, потом истощение, срывы. Родителям важно понимать, если вы это заметили, значит процесс уже запущен. Если вы замечаете у близкого человека такие перемены, не игнорируйте. Это не подростковый возраст и не просто стресс. Это может быть начало зависимости. Чем раньше вы вмешаетесь, тем больше шансов остановить. Часть 5. Размытые границы. Он не просто убивает здоровье, он убивает стыд, совесть, чувство меры и границы. Особенно у молодых, особенно у девочек и парней, которые только начинают формировать свою личность. Он стирает границы, убирает тормоза, ломает мораль. Особенно из молодых людей делает беспринципных. Почему это происходит? Это психостимулятор, который не только активизирует нейромедиаторы, а отключает тормоза мозга. Участки, отвечающие за моральную оценку, критическое мышление и страх последствий. Это подтверждают наркологи, психологи и сами бывшие зависимые. Уходит чувство стыда, девушки начинают вести себя вульгарно, демонстрируют сексуальность, как будто это способ выжить. В сторис полуголые тела, а в жизни доступность и равнодушие к тому, что происходит с их телом. Парни становятся жестокими, циничными, теряют уважение к себе и другим. Секс на первом месте, но без чувств. Часто с незнакомыми, без защиты, в состоянии бреда или групповых сцен. Обмен телом за дозу, даже в 15-16 лет, становится нормой. Начинаются отношения, построенные не на любви, а на зависимости, манипуляции и товарно-денежном интересе. Родители замечают это не сразу. Сначала дочка стала одеваться вызывающе. Сын стал более агрессивным и отстраненным. Потом стал врать. А дальше шантаж, истерики, разрыв с семьей и страх идти по улице. Моральная деградация – один из самых быстрых и страшных эффектов от мефедрона. Потому что когда возвращается трезвость, приходит осознание, а вместе с ним вина, стыд и ненависть к себе. И в 80% случаях это приводит к рецидиву или к депрессии и суицидальным мыслям. Мефедрон делает молодежь развращенной не телом, а душой. Он формирует поколение, которое не знает, что такое граница. Где честь, любовь и стыд – это старомодно. Где все можно, если есть движ. Если вы видите, что ваш ребенок или близкий резко меняется, ведет себя вызывающе, теряет самоуважение, это не просто подростковый бунт. Это может быть сигнал бедствия. Говорите, вмешивайтесь, обнимайте, контролируйте, но главное не молчите. Часть 6. Как родителям вовремя распознать проблему и помочь. Мы часто слышим, он был нормальным мальчиком. Она же училась хорошо, ничего не предвещало. Но правда в том, что признаки есть всегда. Просто не все хотят их замечать. Кто-то боится, кто-то не верит, кто-то откладывает разговор на потом. Но потом, к сожалению, может не быть. На что обращать внимание? Первое. Изменения в поведении. Резкий спад интереса к учебе, хобби. Человек становится раздражительным, подозрительным, замкнутым. Часто грубит. Отказывается от общения и избегает прямых разговоров. Второе. Нарушение режима. Ребенок не спит по ночам, потом спит днем. Часто просыпается в разное время. Ходит вяло или наоборот, чрезмерно активный. Третье. Финансовая аномалия. Деньги начинают исчезать, пропадают мелкие вещи. Подросток начинает просить наличку без объяснения причин. Брать в долг или появляются необъяснимые траты. Четвертое. Телефон как сейф. Постоянно держит телефон в руке, прячет экран, отключает звук при входе родителей. Часто выходит из комнаты для звонков. Телеграм зашифрованные чаты, боты, ссылки на магазин. Пятое. Внешние признаки. Расширенные зрачки даже при дневном свете. Запавшие глаза.
Лицо покрыто ссадинами от расчесов, появляется странный запах от кожи или одежды. Постоянная сухость во рту, губы в трещинах, заложен нос. 6. Смена круга общения. Новый друг резко становится главным человеком. При этом подросток отдаляется от прежних друзей. Родители не знают никого из нового круга. 7. Изоляция и ложь. Уход в себя, ложь по мелочам, увиливание от вопросов. Часто меняется настроение от агрессии до апатии. Что делать? Не закрывать глаза. Если чувствуете, что что-то не так, значит не так. Интуиция родителей – сильный инструмент. Не откладывайте. Не обвинять, а говорить. Да, говорить твердо, но не с криком, не с унижением. Цель не испугать, а докопаться до сути. Выяснить, откуда пошло, кто вовлек, где это происходит. Проверяйте пространство. Телефон, личные вещи, переписки. Это не вторжение, это спасение. Лучше переступить через границу доверия, чем потом переступать через порог морга. Наладить контакт. Даже если все плохо, ребенок должен знать, вы рядом. Не враг, а опора. Он должен знать, что есть путь назад, главное показать этот путь. Подключайте специалистов, психолог, нарколог, группы поддержки, фонды помощи. Не стесняйтесь просить о помощи. Зависимость не решается только домашними разговорами. Не бойтесь быть жестоким. Бывают моменты, когда спасает только жесткий контроль. Иногда ограничение свободы, иногда помещение в реабилитационный центр. Это не предательство, это защита жизни. Как провести профилактическую беседу? Как и когда начать? Лучше говорить не тогда, когда ребенок запорол урок или что-то натворил, а в спокойной доверительной обстановке. Идеальный возраст 12-14 лет. Используйте подходящий момент. Прогулка, совместная поездка, вечер без гаджетов. Начните разговор с общего. О будущем, мечтах, о том, каким вы видите его жизнь. Постепенно подведите к теме выбора. Ты же понимаешь, что в жизни будут предложения хорошие и опасные. Расскажите простыми словами, что наркотик – это не тусовка, а ловушка. И выбраться из нее в 100 раз труднее, чем туда попасть. Пример реального начала беседы. Сын, я понимаю, что сейчас все меняется. Друзья, интересы, вкусы. Я не хочу тебе читать нотации. Я просто обязан кое-что тебе рассказать. Когда-то у меня был друг, который просто попробовал, потому что все пробовали. А потом потерял все. Я не хочу, чтобы с тобой было так же. У тебя слишком большая и долгая жизнь впереди. Что важно проговорить? Что наркотики – это болезнь, которая начинается с одного раза. Что давление окружения – это ловушка. И сила не в том, чтобы не облажаться, а в том, чтобы суметь сказать «нет». Что никто не имеет права делать тебе предложения, от которых зависит твоя жизнь. Что в любой ситуации ты можешь прийти к родителям, и они помогут. Без криков, без угроз, без осуждения. Что делать, если вы узнали, что ребенок уже употребляет? Первое. Сначала дышите. Паника – это ошибка. Ваша реакция может либо спасти, либо добить. Второе. Поблагодарите за честность, если он сам признался. Покажите, вы слышите, вы рядом. Третье. Спросите, сколько времени это продолжается, с кем, где и как часто. Не устраивайте допрос. Говорите спокойно, как взрослый со взрослым. Четвертое. Позвоните на горячую линию наркологической службы или кризисной помощи. Найдите местный наркологический центр или подростковый психологический центр. Пятое. Если вы хотите сохранить конфиденциальность, обратитесь в частную клинику, работающую с зависимыми подростками. Также учреждения обеспечивают анонимность, мягкое вовлечение и индивидуальный подход. Это особенно важно, если ребенок боится огласки или вы не хотите, чтобы информация пошла в госструктуры. Шестое. Сходите на прием к врачу-наркологу. Да, это страшно, но это шаг к спасению. Седьмое. Проведите тест на наркотики. Их можно купить в аптеке или попросить в наркологическом диспансере. Восьмое. Поговорите со школой, куратором, классным руководителем. Поддержка окружения важна. Девятое. Заведите дневник наблюдений. Это поможет вам и врачу понимать динамику. Десятое. Запишите ребенка на консультации с аддиктологом. Это не душный психиатр, это специалист, который умеет говорить с подростками на их языке. 11. Станьте не прокурором, а союзником. Даже если все разрушено, можно начать с нуля. И вы его шанс. Быть родителем – это не только про любовь, но и про силу. Силу сказать «нет», когда другие молчат. Силу взять под контроль, когда все советуют не вмешиваться. Не доводите. Бейте тревогу раньше. Лучше перебдеть, чем потом сожалеть всю жизнь. Часть 7. Заключение и главный посыл выпуска. Сегодня мы с вами поговорили не просто о химии и веществах. Мы поговорили о реальной войне, которая идет каждый день и прямо сейчас. Это война за умы, за судьбы, за жизни. Наших детей, братьев, сестер и друзей. И главный враг не просто наркотик. Главный враг – это равнодушие. Проблема не решается сама. Она сидит в каждом дворе, на каждом районе, в каждом телефоне. Она приходит к подростку через музыку, через ТикТок, через шепот друзей, через телеграм-ботов. И она не прощает ошибок. Мефедрон не дает второй шанс. Он дает иллюзию счастья. А потом реальность разрушена. Важно понять, это касается каждого. Даже если у вас хорошая семья, умный ребенок, все под контролем, это не гарантия. Сегодня в наркотики влетают не маргиналы, а отличники, спортсмены и блогеры. Потому что система построена на обмане. А жертвы те, кто ищет смысла и эмоции. Силовой картель – это не просто охранная структура. Это сообщество тех, кто не готов стоять в стороне. Мы работаем на улицах, в охране, в кризисных ситуациях. И мы видим, что происходит, когда нормой становится молчание. Мефедрон – это не проблема где-то там. Это уже внутри наших дворов и телефонов. Каждый день в России от наркотиков
умирает более 40 человек. В мире, по данным ООН, более 600 тысяч смертей в год связано с наркотиками. И эта цифра растет, особенно среди молодежи. Если ты подросток, не поддавайся, не верь в один раз, не верь, что ты все контролируешь. Поверь, за тем, что ты сейчас называешь свободой, может стоять рабство на всю жизнь. Будь сильным. Сказать «нет» намного труднее, чем согласиться. Но именно это делает тебя настоящим. Если ты взрослый, говори, не бойся. Да, подросток может обидеться, отвернуться. Но твой голос может стать решающим, который вытащит его из бездны. Разговаривай, объясняй, проверяй, обнимай, вмешивайся. Именно это и есть родительство. Если ты уже внутри, ищи помощь, выход есть. Есть люди, которые тебе помогут. Мы знаем реабилитационные центры, мы знаем примеры. И ты не потерян, пока ты борешься. Настоящая сила не в том, чтобы бежать от боли, а в том, чтобы встретить ее лицом к лицу. Настоящая мужественность не в альфе и доминанте, а в умении защищать себя и тех, кто рядом. Настоящая свобода не в наркотике, а в чистом трезвом выборе. Чтобы понять, насколько вы или ваши близкие подвержены манипуляциям, мы подготовили тест. Тест на риск вовлечения в наркотики. Там всего 15 вопросов, пройти его можно в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании. Спасибо за ваши просмотры, лайки и комментарии. Именно ваша поддержка помогает развивать канал. Если хотите поддержать проект, QR-код появится на экране. А на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь обязательно на наш канал. Пишите комментарии, рассказывайте свои истории. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Сергей, основатель проекта «Силовой картель». Берегите себя. Всем пока.